Всем привет, меня зовут Артем. Это второй выпуск блога мастерской Калина Малина, и сегодня мы будем делать закладку для книг. Закладку я буду выполнять в технике Marquee 3. Это техника сбора мозаики из различных пород дерева в целую картину. Буду я изображать гору Фудзи на закате и с веткой сакуры на ближнем фоне. Сейчас мы будем подготавливать основание, на которое мы будем клеить нашу рубашку Marquee 3. Для этого я просто возьму 2 листа шпона, который мне нужен для работы, и вот таким образом его склею, чтобы волокна были, скажем так, крест-накрест друг к другу. Вот, в принципе, и все. Сейчас мы будем отрезать лист дуба, потому что он слишком большой, и лист вот этого вот красного прекрасного дерева. Примерно сейчас возьму вот этот по этому размеру, также отрежу. Ну, тут важно, короче, сейчас придавить и проверить, не съехались ли они. Надо, чтобы... В общем-то, такие дела. Из-за того, что шпон разной толщины и красное дерево достаточно хрупкое и колкое, маленькие цветочки я буду инкрустировать уже на склеенную закладку. Поэтому мы переходим к следующему этапу.
Блин, она просто жестко колкая. Вот эти вот все мелкие уголочки, они все отлетают. Как бы я ни старался. Да, вот эту мелкую детализацию мне придется, скажем так, немножко подредактировать уже, когда все это склею, потому что, видишь, отламываются маленькие кусочки, которые идут по волокнам. Ладно. Так, в общем, рубашка готова почти. Мне надо сейчас отметить наше основание на рубашку, вырезать ее. И после того, как я уже склею, я буду доделывать мелкую детализацию, потому что на этом колком дереве просто невыносимо это делать. Это нереально сложно. У меня все сыпется, и как бы там остро не точил, ничего не выходит из этого. Потому что вот так вот надо. Ну, примерно вот по таким размерам, короче, надо вырезать ее. Я просто зашлифовываю поверхность для того, чтобы они лучше склеились. Ну, потому что она, видишь, подзасралась там всякой фигней. Все. Сейчас давай подумаем. Да я уже сказал, блин, что мы ее склеивать будем. Я ее склеиваю. Я склеиваю закладку. Я вот эту вот херню отрежу лишнюю. И здесь. Главное — это правильная последовательность в ваших действиях. Сначала надо было намазать клеем, а потом это, конечно же, все отрезать. Спустя сутки я достал свою закладку из тисков. Вот, смотрите, как это все вышло. Сейчас я буду сошлифовывать ленту, и после я уже буду делать инкрустацию цветочков, которые я переделал. Вчера я посеял цветочки, которые я надел, поэтому я сделал новые. И мне кажется, они получились намного круче. Я взял еще розовый цвет и белый цвет. Вот. Все, сейчас я их буду все вот сюда. Так, вот я сейчас буду инкрустировать этот маленький прекрасный цветочек на свое законное место. Мне надо очень аккуратно обвести ножичком. После этого остается вот такой след. Я этот контур еще раз провожу ножом, чтобы дойти только до второго слоя шпона. И вот это я вот аккуратненько, наверное, выберу просто тонкой стамеской. Чик. Вот так, наверное.
Дадзуки. Сейчас я закругляю углы миллиметров и буду кернить. Масло. В общем, закладка фактически закончена. Осталось ее покрыть маслом, навязать ниточки для того, чтобы можно было быстро находить ее. И примерно все. Как бы вот такая закладка вышла. Получается она достаточно прочная за счет того, что слои идут как в фанере. И красивая. Так, я не знаю, тут у меня чего хватит именно. У меня осталось 2 коричневые нитки. Светло-коричневая и темно-коричневая. Красную нитку взять сюда поставить, чтобы отдельно хвостик связать. Так, давай сейчас придержу. Прихвачусь. Надевай. Всем знатокам вопрос, кто знает, что это за красное дерево, но такого красно-бордового, даже немножко ржавого цвета с переливами по волокнам. Если ты шаришь, оставь комментарий. Даже не знаю, что сказать.